Вадим Зеланд. Трансерфинг реальности. 12 золотых правил. Первое. Пространство вариантов. Излучение мысленной энергии индуцирует материальную реализацию варианта. Это означает, что транслируемые нами мысли незаметным для нас образом переносят нас, нашу материальную действительность, нашу судьбу, на те линии и сектора пространства вариантов, которые в буквальном смысле соответствуют нашим мыслям. Согласно трансерфингу, мы не можем изменить сценарий, то есть переделать по своему желанию сектор пространства вариантов, по которому мы движемся, но мы способны выбрать другой сценарий и перейти на другие линии вариантов, просто изменив параметры своего излучения, изменив свои мысли. Не надо бороться за счастливую судьбу, ее надо просто спокойно выбирать себе по душе. Второе. Маятники. Чтобы избавиться от маятника, необходимо признать право на его существование, успокоиться и стать к нему безразличным, то есть просто игнорировать его. Успокоившись по отношению к маятнику и став к нему безразличным, вы сохраните свою энергию и сможете перейти на благоприятные линии жизни. Если вас что-то раздражает, просто сдайте себя в аренду, будьте сторонним наблюдателем, а не активным участником. Еще одним способом ухода от маятника является его гашение, то есть неординарные действия, срывающие сценарий маятника и вступающие с ним в диссонанс. Помимо деструктивных маятников, существуют и вполне безобидные, например, такие как маятник спорта или здорового образа жизни. Третий. Волна удачи. Принимая и транслируя негативную энергию, вы создаете свой ад. Принимая и транслируя позитивную энергию, вы создаете свой рай. Недостаточно не впускать в себя негативную энергию. Нужно еще самим не излучать таковую. Закрывайтесь для плохих и открывайтесь для хороших новостей. Малейшие позитивные изменения, малейший успех необходимо замечать и бережно лелеять. Это предвестники волны удачи. Четвертое. Избыточные потенциалы. Чтобы войти в равновесие с окружающим миром, получить свободу от маятников и свободно выполнять свои желания, необходимо снизить важность. Снизив важность, вы сразу войдете в равновесное состояние, а маятники не смогут установить над вами контроль, потому что пустоту не за что зацепить. Не следует превращаться в бесчувственного истукана, нужно просто изменить свое отношение и перестать бороться с чем-либо, помня о том, что вы имеете право просто выбирать. Пятое. Индуцированный переход. Не впускать в слой своего мира любую негативную информацию, намеренно игнорировать ее, не интересоваться. Не нужно бояться или всеми силами стараться избегать негатива, и уж тем более не следует бороться с ним, нужно просто быть к нему безразличным, пустым. Шестое. Шелест утренних звезд. Необходимо прислушиваться к состоянию душевного дискомфорта. Если приходится себя уговаривать, значит душа говорит «нет». Делая выбор или принимая какое-либо решение, прислушивайтесь к тихому внутреннему голосу своей души. Она поможет вам избежать попадания на негативные линии пространства вариантов и подскажет правильный выбор. Седьмое. Течение вариантов. В соответствии с принципом движения по течению, все нужно стараться делать так, как оно делается наиболее легким и простым образом. Когда вы принимаете решение, разум делает выбор, исходя из логических умозаключений. Однако разум, будучи под давлением стресса, забот, депрессии или повышенной важности и активности, не всегда выбирает оптимальный вариант действий.
зачастую он склонен к усложнению решения задачи. Но правильное решение всегда лежит на поверхности, это, как правило, самое простое решение. В запутанных и неопределенных ситуациях лучшее, что можно сделать, это прийти в гармонию с окружающим миром и податься течению вариантов. Речь идет не о том, чтобы превратиться в безвольный бумажный кораблик на волнах, а о том, чтобы не лупить руками по воде в то время, как достаточно делать плавные, легкие и простые для вас движения. Восьмое. Намерение. Внутреннее намерение, наше усилие, должно быть направлено на достижение единства души и разума в желании. Реализуется желание внешним намерением, то есть намерением иметь, нашей убежденностью и концентрацией внимания на том, как цель реализуется сама. Зеланд разделяет понятие намерения на два типа. Внутреннее намерение – это намерение что-либо сделать своими силами, воздействовать на окружающий мир, то есть концентрация внимания на процессе своего движения к цели. Я настаиваю на том, чтобы. Внешнее намерение – это выбор линии жизни, в пространстве вариантов – это зеленый свет самостоятельной реализации варианта, то есть концентрация внимания на том, как цель реализуется сама, обстоятельства сами складываются так, что, если внутреннее намерение – это решимость действовать, то внешнее – это скорее решимость иметь. Девятое. Слайды. Создайте себе позитивный слайд, приятный душе и разуму. Не смотрите на слайд как на картину, а живите в нем, хотя бы виртуально. Почаще просматривайте свой слайд и добавляйте туда новые детали. Одним из ключевых понятий в трансерфинге является слайд. Слайд – это порождение воображения, искаженная картина действительности. Наше представление о себе и об окружающем мире зачастую формируется через слайды, находящиеся в нашей голове, но отсутствующие у других. Слайды возникают тогда, когда вы придаете избыточное значение тому, что о вас думают другие. Они проявляются как увеличительное стекло наших недостатков. Если слайд негативен и наполнен важностью, он переносит человека в сектор пространства вариантов, где негатив проявляется в полную силу и превращает жизнь человека в ад. Чтобы избавиться от негативного слайда, необходимо снизить важность и избавиться от комплексов. Десятое правило. Визуализация. Визуализация в трансерфинге – это мысленное представление процесса реализации текущего этапа на пути к цели. То есть необходимо направлять мысли определенным образом, обдумывать текущий этап, представлять, как он уже происходит, радоваться ему, интересоваться всем, что с ним связано. Если вы пока не знаете, каким образом ваша цель может быть реализована, не волнуйтесь и продолжайте спокойно и систематически выполнять визуализацию слайда. Когда цель полностью войдет в зону вашего комфорта, перестанет казаться недоступной, внешнее намерение подбросит вам подходящий вариант. Одиннадцатое правило. Фрейли души. Фрейли вашей души – это священный Грааль, который находится внутри вас. Чтобы настроить разум на фрейли души, необходимо убедить его в том, что душа достойна любви в самую первую очередь. Душа каждого человека обладает неповторимым индивидуальным набором параметров, характеризующих ее, это фрейли души. Фрейли проявляется неявно, оно скрыто под масками разума. Когда разум настроился на фрейли души, человек доволен собой, любит себя, живет с удовольствием, занимается любимым делом, удовлетворен собой, тогда из него как бы исходит внутренний свет. В этом заключается секрет обаятельной красоты, харизмы и привлекательности человека, в гармонии отношений души и разума. 12 правило. Цели и двери. Счастье приходит во время движения к своей цели, через свою дверь.
Ваша цель – это то, что доставляет вам истинное удовольствие, что дает ощущение радости, праздника жизни. Ваша дверь – это путь движения к вашей цели, на котором вы испытываете увлечение и вдохновение. Существует только один способ найти свою цель – сбросить важность, отвернуться от маятников и обратиться к своей душе. Размышляя о цели, не следует думать о ее престижности, недоступности и средствах ее достижения. Обращайте внимание только на состояние душевного комфорта. Ответьте себе на вопрос, к чему лежит ваша душа, что превратит вашу жизнь в праздник,